Когда раба выращивают, мы будем бить тебя палкой и отрезать тебе палец или убивать тебя. Стань удобным для меня, у тебя шансов не будет. Свободные и мощные люди сгорают. Хреново, да, но зато нам все известно. И нам даже известно, кто виноват. Изменить ничего нельзя. Так, ребята, как я и обещал, в случае набора 5000 лайков записать специальный выпуск про свободу. Сейчас я это сделаю. Ну а вы видите, да, что я все читаю, все смотрю, поэтому пишите мне темы, на которые вы хотите, чтобы я еще сделал выпуск, но я обязательно это сделаю. Игорь Владимирович, очень много есть опросов среди россиян, которые показывают, что россиянам свобода менее важна, чем, например, порядок, чем благосостояние и деньги. То есть, в принципе, это не ценность первого уровня. Как вы думаете, почему? Это один из самых сдерживающих факторов для нашей страны, для нашего общества, для нашей нации. Ну, я сейчас назову два самых главных элемента настройки человека, компетенции человека, без которых человеку очень сложно жить и достигнуть чего-то значимого в своей жизни. Первое — это навык генерации свобод. Второе — это навык генерации защиты. Чуть подробнее. Навык генерации свобод — это навык замысливать что-либо и добиваться этого имеющимися средствами. Навык генерации защит — это навык генерации защиты от злоупотребления властью или контролем. Два этих ключевых прикладных навыка, они, я вижу с большой частотой и регулярностью, что они отсутствуют у людей. Просто отсутствуют. Этих навыков нет. У россиян, да не только у россиян, на самом деле у огромного количества стран и наций, которые, например, были под влиянием колонизаторов и провели очень много лет под влиянием колонизаторов, у них атрофированный ряд таких врожденных компетенций. Когда раба выращивают, как его выращивают? Ему сразу говорят: вот будешь делать только то, что мы тебе скажем. А если будешь, не дай бог, делать то, чего мы не скажем, мы будем бить тебя палкой и отрезать тебе палец, или сажать в тюрьму, или убивать тебя. Кем вырастает раб? Человеком или существом, который ходит только по обозначенному кем-то сценарию. То есть он не может реализовать врожденные свободы и защиты от злоупотребления властью и контролем, что тоже есть свобода. Да? Он не может реализовать. Почему? Его научили забыть об этом. Про колонии понятно, у нас-то кто колонизировал? Достаточно мощный тег «не высовывайся», о нем все знают, да? Откуда он идет? Хоть все мы люди от рождения разные, у нас разные проявления, да, но если нас воспитывают в теге «не высовывайся и стань квадратным», не разнообразным, разноцветным, а примерно одним цветом и желательно каким-то серым, да, и не выпуклым. Стань удобным для меня. И когда людей выращивали таким образом, воспитывали и так далее, возникли люди, которые имеют внутри себя вот этот врожденный, навык генерации свободы и защит, но он у них не активирован, он подавлен. Поэтому нас колонизировали те люди, которые установили режим отсутствия яркости жизни. Выросло 5-6 поколений людей, которые ценят что-то, что прекрасно подходит для выживания, биологического существования, да, но никак не подходит для процветания. Соответственно, эти 5-6 поколений не могут воспроизвести значимое количество людей, будущих взрослых, которые будут способны привносить в свою жизнь что-то иное. Вот и все. Поэтому нас колонизировали мы сами. И отсюда, кстати, мощнейшее убеждение, что нам кто-то мешает. Нам все мешают. Европа мешает, Америка мешает, Китай мешает. Нам мешает наша самоколонизирующая система, самосдавливающая, самоподавливающая. Да? Ведь если мы не даем власть в компаниях, в корпорациях, в стране, в чиновничестве людям, у которых хорошо получается что-то, но мы таким образом сами находимся в постколониальном этом сером синдроме
Хреново, да, но зато нам все известно об этой хреновости. И нам даже известно, кто виноват. Американцы. Давайте вернемся все-таки к свободе. Про людей, которые не попадают почему-то ни на госслужбу, ни в топ-менеджмент, может быть. Почему свободные, деятельные люди не попадают туда? Может быть, потому что исполнительный и смирный, с ним просто проще работать, чем со свободными мыслителями? Дело в том, что в России очень мощный человеческий капитал, и такие свободные и мощные люди постоянно туда попадают, куда надо. Ну, сгорают. Ну, сгорают или адаптируются, потому что один в поле не воин. Ну, когда вокруг тебя 100 человек других, а ты один такой, ну, большая вероятность, что ты либо сгораешь, либо всех посылаешь, уходишь, либо становишься одним из этих 100. Вот, потому как это просто сложно, небезопасно, и большинство людей выбирает адаптивность, то есть они становятся такими же, как другие. Вы можете рассказать из вашей жизни историю, где вы это противодействие, злоупотребление властью и контролем осуществили? Да. Представь себе, я, делая бизнес, вдруг получаю уголовные дела, прям массовые уголовные дела на директоров своих филиалов. Ну, если бы кто, юристы, все в один момент сказали, это заказные уголовные дела, ну, купленные. Ну, нету оснований возбуждения уголовного дела. Ну, нету. Тем не менее, уголовное дело возбуждено, идет процедура, согласно ему, следователи, которые получили это дело, что делают? Начинают людей таскать на допрос со всеми, ну, вот этими разными там вещами по поводу, когда тебе дают это, говорит, подпиши, ты здесь не прав. Ну, начинает оказывать давление, что признайся. Мы, конечно, тут же включаем режимник консультаций наших ребят, что, ребят, все нормально, дело выдуманное, сейчас оно рассосется. Оно не рассасывается, потому что оно заряжено. И мы понимаем, что наши директора начинают сыпаться. А любой бы посыпался, потому что такое давление, которое оказывается в этот момент, ну, это недолго люди могут выдержать такое давление. Вот и все, что я могу сказать. Это не вот, там, плохо или хорошо, это, ну, оно годами отточена система, значит, выбивания показаний. И мы начинаем смотреть, как реагирует вся система. Мы же сами оказываемся перед дилеммой, ну, морального выбора. То есть, по сути, мы не можем защититься законными средствами. И мы видим, как злоупотребление власти и контролем раздавливает нашу систему, буквально один за одним вычпокивая наших директоров. Понятно, что мы посылали адвокатов, мы все сделали. Это тоже относится к навыку генерации свобод. Ну, они же не сработали. И теперь приходилось включить навык генерации защиты. Люди говорят, а в чем это выглядит? Я говорю, хорошо, нам надо найти среди власть держащих, ну, легитимно власть держащих в этих областях, ну, силовики, людей, которые будут иметь другое мнение по этому вопросу, но не потому, что они вникают в суть дела, нет, а потому, что у них внутриведомственное противостояние. Мы нашли в московской прокуратуре людей, которым очень захотелось разыграть эту карту против питерских. И они начали разговаривать друг с другом. Эти разговоры привели, в общем-то, достаточно быстро к тому, что питерский анклав понял, что добавился еще один интересант. И теперь, если они будут, значит, раскачивать эту штуку, давление через уголовные дела на наших директоров, то есть чем больше они будут раскачивать это, тем больше материалов получит их ведомственный оппонент. А ведомственный оппонент, он прям уцепился в это, потому что, ну, дело, шитое белыми нитками, для тех являлось, ну, фактически аргументом и очень мощным козырем, как выиграть во внутриведомственной вот этой вот борьбе. Значит, давление тут же прекратилось, ну, застабилизировалось, и у нас осталось только питерское уголовное дело, которое за 3 месяца сошло на нет, ну, оно отсутствие состава преступления раз, второе, появился новый интересант, и оно как бы вот на тормозах пошло. Таким образом, это, ну, типичный пример, как
использовать внутриведомственные политические разборки вот эти, да, на то, чтобы сгенерить, подчеркиваю, сгенерить защиту от злоупотребления властью. Не надо впадать здесь в панику, не надо списывать себя со счетов, не надо впадать в позицию жертвы. Жертва приведет к тому, что тебя докушают на завтрак и обед, и у тебя останутся одни кости. То есть не надо, это просто невыгодно. Важно начать играть другую игру, подчеркиваю. Потому что очень часто люди пропускают этот момент и продолжают играть позицию «ну я же прав, я вам сейчас покажу, что я прав, и меня отпустят». Я говорю, не отпустят. Вы видели хоть один раз ротана? Ротан, есть такая рыба, у которой рот больше, чем задница. Вот я один раз, когда ее увидел, я говорю, не может быть. А у нее действительно рот вот такой, а хвост вот такой. То есть вот, я говорю, представьте себе ротана, который заглотил что-то. И он его почти уже проглотил. Вы можете себе представить, что вот этот ротан его выплюнет? Все, он его проглотил. Если ты оказался какой-то частью тела или существенной частью тела в зубах вот этого и продолжаешь пытаться играть в данко, это будет данка, это будет травма, несовместимая с жизнью и так далее. Вот. В этот момент очень пригодится навык генерации защиты от злоупотребления властью и контроля. У меня есть, конечно, еще один режим. Если вот это видео наберет больше 5000 лайков, я сделаю видео про бешеный режим. Этот режим, он лежит вообще за рамками режима генерации свобод, за рамками режима генерации защиты от злоупотребления властью и контролем, а бешеный режим, он применяется в особых случаях. Где-то 0,1% случаев, когда он применяется. Но этот 0,1% случаев, поверьте, если он у вас случится, а вы не владеете этим режимом, вы умрете, поэтому лучше им владеть. Вы чувствуете, я, например, чувствую, что в России постоянно идут запретительные меры. То есть мы меньше разрешаем, а больше запрещаем. Это законов прежде всего касается. Какой-то тревожный вектор. Вы что об этом думаете? В России сейчас уникальная ситуация, критическое присутствие государства в различных областях экономики. Это не плохо, не хорошо, это требует значительно других людей в администрировании государственных процессов. Значительно других людей, вот в каком смысле. Что при малом присутствии государства в экономике можно было бы говорить, что бизнес, предприниматели, общественные деятели, они бы все взяли в свои руки и поменяли, благоустроили и так далее. При таком количестве государства в жизни страны, это невозможно. А скорость нахождения и миграции на раздающие позиции в государстве людей деятельных, значимых, у тех, у которых получается, она очень низкая. Нехороший фон именно потому, что у нас концентрация у государственных деятелей людей, которые чиновники контрольно такого охраннического типа. Те, которые не могут по-иному настраивать что-либо, те, которые мыслят государеву службу в виде охранничества чего-то, что ранее было достигнуто, и вот теперь дадено им для того, чтобы сохранять и охранять. Это неплохо, не хорошо. То есть если бы была бы эффективная система до них, и они бы пришли, вполне возможно, какое-то время они бы могли это поохранять, и это бы работало. Но в момент, когда требуется следующий шаг развития, они ничего не могут, в том смысле, что они предназначены для другого. Они сейверы, они охранники, они очень качественно могут строить вертикали, очень быстро через эту вертикаль проводить и правильные, и дурные решения. Но если очевидно, что не результативная, не эффективная система, и они даже видят, что она не результативная, эффективная, то они пытаются это скрыть. Изменить они не могут, не способны, но если это станет ясно на их участке, значит их накажут, значит они скрывают. В результате у нас страна и общество очень часто это такая рыхлая среда, где все скрывается до последнего, пока какой-нибудь нефтяной резервуар не выльется в море.
когда уже все видят, и тогда начинаются там какие-то разборки. А что разбираться-то? Вот в Норильске случился резервуар, да? Давай возьмем всю вертикаль всех, кто к этому прямо и косвенно причастен, и уберем их всех. Просто всех. И сформируем абсолютно новую организацию. Вот всех до одного уберем. Ну, у нас так не происходит. Почему? Потому что сват, брат, клановые системы и так далее. Вот и все. В результате количество неэффективностей будет сохраняться. Даже если будут приходить деятельные люди в какие-то там места, то критической массы эффективных и продуктивных людей не будет нарастать. В результате, система будет работать со сбоями и дальше. Есть понимание, как это возникло. 40-50 лет назад я и другие люди были в наших советских садиках, в школах. В нас тогда имплементировали операционную систему, human culture. Каждый за себя, найти свой клан и дальше залезть на гору и играй в царя горы. Всех, кто залезает на эту гору, спихивай и охраняет. Представь себе, что вот мы поколение людей, которые такие по воспитанию, и наши дети тоже примерно такие. То есть наша human culture основана на том, что если тебе повезло в жизни, то ты считаешь, что это не тебе повезло, а ты очень много работал, и ты достоин этого. Ты игнорируешь общество, которое дало тебе возможность добиться того, что ты добился. Ты говоришь, нет, это не общество, это я. В этом смысле ты потом начинаешь защищаться от общества с заборами. Посмотри, сколько на Рублевке заборов. Зачем там такие заборы, скажи мне? Если ты что-то украл, наверное, надо ставить большой забор. Если ты ничего не украл, зачем ты ставишь забор? Очень просто. 30, 40, 50 лет назад воспитание, которое давал Советский Союз, вот такое было. Сейчас оно реализуется на практике. Потом представь себе, еще 10-20 лет мы будем донашивать эту систему воспитания, потому что люди непрерывны. И кто бы ни оказался на тех местах раздающих, они будут реализовывать основной тег кооперационного взаимодействия. Тебе повезло, все, другим не повезло. Замечу, в этой фразе нету про кооперативность. Давайте сделаем что-то такое, чтобы большому количеству людей было лучше. Не, подожди. Себе, а другие, кто это, пусть мне не мешают. Так можно жить, но мощность такой экономики, мощность такого общества очень низкая, непродуктивная. Поэтому, в принципе, фундаментально и принципиально изменить ничего нельзя, кроме одного способа. Либо революция, но мы этого не хотим, потому что после революции мы вообще все начнем с самого начала. То есть нам придется 30 лет идти до этой ситуации, чтобы потом… Или следующее. Сейчас производить немножко другого качества или склада будущих взрослых. Именно поэтому мы с Катей занимаемся детскими садиками. Рыбаков Play School. То есть мы намеренно решили строить сеть 10 тысяч, подчеркиваю, 10 тысяч, это не ошибка, 10 тысяч детских садов и начальных школ, в которых получат свое воспитание, образование начальное в первые 10 лет, самые главные 10 лет жизни, с 2 лет до 12, по нашим подсчетам, 10 миллионов будущих взрослых людей. Вот эти будущие взрослые, которые получат на совершенно другой тег в жизни, кооперабельность, навык генерации свобод, замысливания и достигания замысленного с помощью имеющегося, навык генерации защит от злоупотребления властью и контролем. Вот эти 10 миллионов людей через 20-30 лет, они все по-другому будут делать.